А вот курс валют сегодня доллар 42.70, 43.25 продажи и евро 50 гривен 80 копеек и продажа 51.50. Вот признаки того, что вчера было сильнейшее обледенение в городе. Плюсовая температура в Одессе просто водопад. Ужас. Так, что сегодня предлагают по недвижке? Вот двухкомнатная квартира на Черемушках. Тут вам, не знаю, видно или нет. 26 500, 21 500. Маленькие квартирки. Трехкомнатная 60 тысяч долларов. А вот новострои 33. В принципе, практически все здесь старый фонд. Вот двухкомнатная квартира на Черемушках 40 тысяч. Ну, с таким ремонтом. Люди не боятся. Кто-то боится, кто-то не боится. И все равно покупают недвижимость в Одессе, потому что мечтают жить в этом городе. Либо жизнь вынуждает жить в этом городе. Так что недвижимость не так, как раньше, но все равно продается. Сегодня 20 февраля 2026 года и всех приветствую из Одессы. У нас потеплело, температура воздуха примерно плюс 6 градусов и вся вот зимняя прелесть, весь этот снег начинает очень стремительно таять. Все мы понимали, что зима в этом году будет сложной и заранее запасались. Сейчас вам покажу, как запасалась мама, потому что мы поняли, что во время войны всегда нужно готовиться к худшему и иметь какие-то запасы дома, на всякий случай, если что-то случится. Мама делает очень вкусные консервы. Сегодня решила вам показать, как мама подготавливалась к зиме. Все говорили изначально, что зима будет сложной. Мы никогда не знаем, что может случиться, и готовым нужно быть ко всему. Здесь осталось, конечно, уже меньше половины всего, что было. И здесь нету варенья, повидло, что мама делала. Только показываю часть того, что есть. Так, и начнем с самого интересного. Это тушенка мясная, свиная тушенка. Посмотрите, с морковочкой. Разная она у нас есть. Так, это другая баночка без морковки. Тоже тушенка со свинины. И где-то есть еще вкусное такое. Ага, это такой почеревок. Мама тоже делала в духовке осенью. Заготавливала, чтобы если не было, допустим, газа или света, раз, открыли себе и съели. А вот это вообще, мама насколько вкусно делает вот эту консервацию, огурцы, помидоры, что я же говорю, я просто это обожаю. Посмотрите, это огурчики такие маленькие, они невероятно хрустящие. Покажу вам, открою баночку, какая она внутри. Так, здесь не буду доставать, это огурцы с помидорами. Это, значит, мама попробовала в этом году сделать огурцы, помидоры, кабачок, морковка. И такой салат можно заправить оливковым маслом, кусочки. У нас их были еще мельче, были баночки, где это все нарезано. И получается уже готовый такой салатик. Это помидоры, огурцы, помидоры. Здесь в основном помидорчики, мало огурчиков. Ой, этот рассол с помидорой, с огурцов, с сельдереем. Боже, он такой вкусный, что я готова его просто пить чашками. Так, вот тоже огурчики, помидорчики. Это чистые помидоры с сельдереем. Так, это томатный сок из наших помидорок с Одесской области. Так, чистые помидорки. Снова томатный сок. Ага, вот то, что я просто обожаю. Это перчик с медом, красный перец. Долго его делать, быстро он съедается, но очень-очень вкусно. Так, что это у нас? Это снова огурчики. Ага, это тоже невероятно вкусное добро. Запотела банка, здесь холодно. Сейчас протру. Секундочку. Это баклажаны такими слайсами с помидорами в соусе. Ой, они такие вкусные. Просто невероятно. Видите, они обжаренные там. Тоже обожаю их просто. Так, это баклажаны с перцем, кусочками. Тоже такой салатик к любому блюду дополнение.
Это у нас маринованные сливы. Так, похвастаюсь вам запасами. Сейчас такая жизнь, что ко всему нужно быть реально готовым. Это калина. Это в чай просто по ложечке, по 2 добавлять. Делать из нее чай. Очень вкусный и полезный напиток. Так, это чистые помидорки с чесночком. Где-то есть еще помидорки со сливками. Ага, а вот помидоры, слива, морковка, сельдерей. Я это все снимаю, у меня аж слюноотделение пошло, потому что я очень люблю мамину консервацию. Вот еще помидорки. Да, я говорю, вам еще не показываю варенье. У нас варенье с черешней, со сливой есть. Так, это малина. Так, что у нас еще здесь есть? Ага, это целые маринованные сливы. Тоже просто обожаю маринованные сливы. У нас на базарах можно купить, знаете, на развес такие. Ну, мама делает в баночках. И вот такой салатик. А, это не салатик, это тоже морковка, огурцы, помидорчики. Вот такие запасики у нас имеются. Конечно, мы уже больше половины съели. У нас таких коробок было несколько. Но все это долго готовится, но очень быстро съедается. Нашла еще, думала, это аджика. Ира в этом году столько аджики вкуснейшей наделала, мы что даже не показали. Но это не аджика, это тоже томатный сок. Понаходила запасы. Могла бы сказать, что это все я делала, но не буду преувеличивать, потому что я здесь не делала ничего. Так, это тоже томатный сок в таких бутылках. Так, хочу вам показать, хочется показать максимально, что есть. Это такой перчик маринованный, он очень острый. Я не люблю острое, но все равно, если попробовать, то вкусненький. Такой. Так. Ой, сейчас побью эти банки. Варенье из розы чайной. Тоже обожала в детстве. Когда-то мы все время рогалики делали. Но уже в последнее время раз вышли, купили и все. Что в этом году точно рогалики не делали. Да и не получится, потому что все время нету света и не знаешь, когда его включат. Ага, и это тоже синенькие, ну, баклажаны. Я называю баклажаны, потому что не все знают, что такое синенькие. У нас в Одессе, в Одесской области говорят синие на баклажаны. И вот это тоже они слайсиками так нарезаны. Ладно, повидло джемы уже показывать не буду как-то в следующем видео, а то придется вам все видео рассказывать и хвастаться мамиными консервациями. Из-за отсутствия электроэнергии одесские пункты незламности наполнены людьми. Кто-то приходит заряжать свои гаджеты, кто-то свои пауэрбанки, ну а некоторые приносят свои блендеры и делают фарш, потому что война войной, а обед по расписанию. С таким чувством юмора ко всему подходят одесситы. После сильных обстрелов в Одессе одна из самых серьезных, самых сложных ситуаций с электроэнергией во всей Украине. Многие жители Одессы по сей день остаются без света. Сегодня, 20 февраля, большинство одесситов говорили, что включат свет в квартирах, но прочли мы утром плохую новость, все перенесли на 23 февраля. У меня лично первый раз после обстрела света не было 7 дней. За 7 дней его дали только на 3 часа. Потом 1 день был свет, и теперь 3 дня его снова нету. И как многие жители Одессы, очень жду, когда же его вернут. Сказать честно, у многих людей начинают сдавать нервы, люди в очень сильном стрессе, потому что необходимо делать бытовую работу, необходимо удовлетворять свои бытовые потребности, а без электроэнергии это сделать просто невозможно. И многие начинают выходить на такие маленькие протесты, перекрывать дорогу для того, чтобы быстрее включили свет. Но, к сожалению, службы не могут так быстро ликвидировать последствия, и не всегда такие протесты являются результативными. Патывает. Ой, это поехал автобус социальный с Николаева, представляете? Это Николаевский автобус, который город направил в Одессу, чтобы помогать, пока не ходит электротранспорт, перевозить людей. И там написано «Віримо». И что-то еще надо пересмотреть будет видео, потому что я не успела запомнить. Но написано, что город Николаев с любовью.
Так что спасибо городу за помощь. В мясном магазине купила мясо. Это кострец, килограмм 200 гривен, но я купила на 800 грамм, примерно где-то на 160 гривен. Сейчас поджарю, добавлю лучок и будет вкусный обед. Ну и куда без огурчиков? Под мясо то, что надо. Света нет, хорошо есть хоть газ и можно приготовить поесть. Что делают люди в новостроях, я даже не представляю.